Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака и расклад на следующую неделю. Неделя с 12 по 18 уже января. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Какие же вам карты выпадут, что интересного произойдет у вас в этот период, в этот отрезок времени и к чему вам нужно быть готовыми. Я напоминаю, что вы можете и оставить свое сообщение, и оставить лайк, если вам видео понравилось. Также можете подписаться, кто еще не подписан, или поделиться этим видео с кем-то из ваших близких, родственников, друзей, если считаете, что им этот расклад подходит как нельзя кстати. Итак, давайте посмотрим, Водолеи, что же происходит у вас в вашей жизни в период с 12 по 18 января. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть начало недели, прям такое очень решительное. Это туз мечей. Это карта решения каких-то проблем, может быть, которые вот вы хотите прям с самого начала, как будто бы отсечь какие-то проблемные ситуации, решить. Действуйте очень смело, вы очень решительные, вы здесь готовы завоевывать, вы готовы побеждать, вы готовы здесь находить выходы из сложных, запутанных ситуаций, и вам может прийти идея. Туз еще и мечей, да, туз — это начинание, а мечи — это идея, это осмысление чего-то, это логический подход к решению каких-то вопросов. То есть вам приходит решение, вот, да, вы умом приходите к какому-то важному решению, которое будет для вас способом что-то значительным образом изменить и начать что-то совершенно иное, новое, то есть как новое начинание. Может быть, отсечь что-то ненужное, потому что мечи — это все-таки что-то режущее, да, как 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. То есть что-то наконец-то для себя решить достаточно категорично, да, и решить какую-то проблему таким вот образом. Но давайте посмотрим, что же здесь еще выпадет, соответственно, у Водолеев в этот период, именно в понедельник. Понедельник, 12 января у вас. Карта туза мечей у вас выпадает вместе с девяткой жезлов, картой силы и картой, вы знаете, это как карта, это называется раненый воин. Почему? Потому что человек прошел через много трудностей, испытаний, сложностей, и все нелегко давалось. Здесь уже есть какие-то ваши ранения боевые, какие-то есть, может быть, ментальные раны, да, но вы пришли к этой точке, к этому дню, и вы понимаете и принимаете решение, что нужно действовать, нужно здесь уже довести какое-то начатое дело до конца, нужно проявить упрямство и настойчивость, вам нужно здесь с готовностью защищать свои права, свою свободу, может быть, действовать решительно и смело, чтобы что-то завоевать, поднажать, да, то есть по карте девятка жезлов, приложить еще немножечко усилий, как будто так. Давайте посмотрим дальше. Королева кубков, карта водной стихии, может быть, общение с водным знаком. Раки, рыбы или скорпионы могут для вас здесь важное значение иметь, но также это королева, которая любит, которая отдает, которая очень эмпатично, она чувствует настроение других людей, она умеет им сопереживать. И в целом здесь вот все, что касается любви, все, что касается проявления этой любви, когда вы говорите близким своим, допустим, или любимым о своих чувствах, вы в свой адрес тоже можете слышать какие-то признания, какие-то хорошие, приятные вещи, соответственно, от этих людей. Также здесь можно говорить еще и о ощущении спокойствия. Смотрите, как спокойно она этот кубок перед собой держит, она улыбается, как Мона Лиза, такой загадочной улыбкой. Она здесь настроена на позитив, настроена на успех, и поэтому это еще и карта успеха.
карта успеха, карта королева кубков. В отношениях, в любви хорошая очень карта, тоже можете получать какие-то хорошие здесь комплименты, может быть, на каких-нибудь свиданиях тоже, да, будете, соответственно, очень хорошо выглядеть. Так, карта королева кубков. Давайте дальше посмотрим, что еще на вторник для водолеев выпадет. На вторник для водолеев карта правосудия, карта весов, может быть, общение с таким человеком, но вот смотрите, здесь вместе с правосудием, правосудие, оно разное может значение иметь, но здесь вот в таком сочетании, здесь я думаю больше о том, что вы хотите баланса, вы хотите какого-то вот равновесия в своей жизни, поэтому вы стараетесь больше проявлять любви, излучать любви и получать, соответственно, то же самое. Вы очень ответственны, относитесь ответственно к тем, кого вы любите, то есть к своей семье, к своим близким, вы честны с ними, вы готовы с ними обсуждать какие-то ситуации или какие-то проблемные вопросы по правосудию, готовы выяснять какие-то вещи, но не для того, чтобы поссориться, а для того, чтобы, вот как в споре рождается истина, поговорить, проговорить, прожить эти вопросы и решить, как сделать лучше, чтобы было для всех лучше. Дальше идет десятка кубков. Здесь такая счастливая семья, ребеночек играется у ручья. Да, здесь в целом счастье семейное в основном, но может она говорить и в целом о счастье, вашем счастье и вашем душевном спокойствии, которое здесь для вас будет особенно важно. Может быть, кто-то общается с семьей, со своими детьми или едет к своим родственникам. Здесь десятка кубков. Могут быть у вас какие-то праздники или торжества, на которые вас приглашают. Но вот в целом это карта счастья. Для каждого счастье может значение разное иметь, да, или заключаться в разных вещах, но вы здесь счастливы. Давайте посмотрим, что еще здесь у водолеев, соответственно, на среду. Есть карта принцесса мечей. Здесь вы можете по принцессе мечей, несмотря на то, что здесь такая воинственная карта изображена, но принцесса мечей — это хорошая возможность на счастье или хорошая возможность, хороший шанс что-то такое вот сделать, касающееся вашей семьи, как какое-то решительное действие, которое вы проявляете в отношении вашей семьи во благо. То есть не с целью опять-таки с кем-то поссориться или что-то такое сделать. Может быть, вы хотите защитить свою семью, или вы хотите здесь разобраться в каких-то важных вопросах, пытаетесь использовать какие-то шансы, чтобы помочь кому-то из ваших близких. Вы честны с ними, опять-таки, говорите то, что вы думаете, то, что вы узнали. Вы думаете о том, как сделать, чтобы было всем лучше. Может быть, там совет хотите какой-то дать своему ребенку или вот кому-то, в принципе, да, из ваших близких. Может речь здесь идти про общение с другим воздушным знаком. Это как вы, это весы, близнецы, может быть, водолеи. Либо вы в этой ипостаси выступаете именно воздушного знака, да, такого здесь миротворца или человека, который пытается разобраться в каких-то семейных вопросах, внести ясность и как-то вот обсудить эти вопросы. Карта девятка мечей. Вот здесь вот она переживает, плохо спит ночью. Здесь, да, видно, вот это летучая мышь бьется в окно. Действительно, какие-то могут быть плохие мысли, переживания. Вы в чем-то начинаете сомневаться, может быть, стыдить себя или винить себя за какие-то слова или действия, которые вы сделать могли, допустим, в среду накануне. То есть в целом карта немножечко тяжелая. Может быть, здесь речь не о вопросах семейных, а о том, что вы много работы берете, может быть, на ночь, и ночью еще дома, там, не знаю, работаете, поэтому плохо спите, мало спите. Но здесь очень много все-таки семейных карт, поэтому, не знаю, мне кажется, что это касается кого-то из вашей семьи или вашего дома в целом. Карта девятка мечей. Давайте посмотрим, почему девятка мечей у водолеев выпадает здесь. И карта пятерка пентаклей. Worry, переживания, да, переживания из-за денег, может быть, переживания из-за того, что кому-то нужна помощь, может быть, кто-то болеет, может быть, вы чувствуете, что вы должны помочь кому-то, кто нуждается в финансовой помощи, там, может быть, из родственников, опять-таки, или у вас нет почвы под ногами. Возможно, вы чувствуете какой-то здесь момент невезения в ваших делах, что-то не ладится там в работе, в делах, или какие-то неприятности происходят, связанные с деньгами, или у вас, не дай бог, со здоровьем что-то. То есть здесь нужно быть в целом осторожнее в четверг. В
пятницу шестерка кубков. Счастливые детишки на пикнике, за ручку держатся, гуляют. Здесь может речь идти про семью, опять-таки дом и семейный, вот этот уют, который для вас важен. Возможно, кто-то проводит много времени со своими близкими, с детьми, с внуками. Может быть, вы встречаетесь здесь со своими близкими, может быть, вы едете там в родительский дом, в отчий дом, поэтому шестерка кубков. То есть у вас много ностальгических воспоминаний об этом месте, много каких-то приятных мыслей о вашем детстве, к примеру. Вот она, шестерка кубков, карта шестерка кубков. Здесь также может быть все что угодно, что связано с ностальгией. Вы можете вспоминать ваше прошлое, вспоминать ваши студенческие годы или каких-то друзей, которые раньше в вашей жизни были, потом куда-то исчезли. Да, может быть, вы думаете им написать или позвонить. Давайте посмотрим, что же здесь еще может быть по этой карте в пятницу у Водолеев. Карта четверка кубков. Здесь есть, знаете, вот как горечь за то, что что-то вот касаемо ваших детей вас немного печалит, или внуков, или, ну, знаете, как, или чего-то в прошлом, что было, или вы ностальгируете о прошлом и думаете, что вот почему сейчас не так, почему сейчас хуже, или почему я раньше там в прошлом не сделал то-то, или совершил какую-то ошибку, а сейчас вот сложилось так, как есть, что надо было делать какой-то другой выбор, может быть, другое решение принимать. Здесь может быть какая-то апатия или обида на кого-то из родственников, которую вы проживаете, прорабатываете. Может быть, вы чувствуете, что ваши дети или внуки от вас замкнуты, что-то вам не договаривают, как-то закрываются от вас. А тоже такое может быть. Может быть, вы далеко от дома находитесь, и у вас здесь ностальгия о доме, но вы вот закрылись в себе и только и можете что здесь думать о том, как было раньше хорошо, да, и не знаете, как к этому вернуться, состоянию, к этой жизни. Дальше паш пентаклей. Мальчик монетку здесь делает, да, из дерева. Это ученик, это труженик, это человек как подмастерье, мастер, да. Подмастерье всегда станет мастером, потому что он учится, он нарабатывает навыки какие-то, приобретает знания. То есть здесь возможность совершенствовать свое мастерство, учиться, ходить на курсы, семинары, тренинги, хоть это и суббота, неважно. Может быть, у вас есть какое-то хобби или увлечение, и вы здесь этим делом занимаетесь своим. Может быть, по пажу пентаклей здесь будет какая-то хорошая для вас выгодная возможность, которая вам выпадает, хороший шанс, и вы решительно принимаете эту возможность как какую-то ценную, хорошую для вас возможность. Может быть, общение с земным знаком, может быть, младше вас, может быть, то есть девы, тельцы или козероги. Но давайте посмотрим, водолеи, что здесь еще может быть. Кстати, может быть и какой-то как пентакль, что-то материальное к вам приходит, либо вы что-то кому-то дарите, отдаете, да, как приносите. И карта принцесса кубков. Хорошие новости получать можете здесь иметь хорошую, опять-таки, возможность, выгодную, которая вам выпадает, которую лучше не упустить. Водная стихия появилась, тоже раки, рыбы или скорпионы тоже могут иметь к этому дню какое-то отношение. Дальше идет король, собственно, мечей. И король мечей, он такой, это ваша стихия, воздушный знак. Он очень логичный, очень много размышляет, он любит контролировать то, что происходит в его жизни, да и в целом, да, в жизни близких ему людей. Может быть очень властным, таким очень жестким в том, как он выражает свои мысли, но при этом он очень ответственный. Поэтому вы здесь очень много можете о чем-то размышлять, думать, принимать какие-то решения. И все стараетесь делать очень логично. Король мечей. Давайте посмотрим еще. Водолей на воскресенье. Карта королева кубков. При этом смягчает королева кубков. То есть вы хотите, опять-таки, ответственными быть в отношении тех, кого любите. Или контролировать ситуацию, потому что вы, опять-таки, возможно, любите человека, не хотите, чтобы он попал в какую-то беду, или, может быть, вы более властны в отношениях, чем ваш партнер, к примеру. Поэтому королева кубков здесь, которая, да, на водной стихии, может быть, водный знак здесь важен, но также она здесь о том, что вы, может быть, хотите логичными быть и действовать, исходя из здравых рассуждений, потому что хотите достичь успеха в каком-то деле, и поэтому королева кубков, то есть достичь успеха, кубков, счастья.
удачи какой-то, да, в вашем деле. Поэтому вы здесь действуете опять-таки очень-очень здраво, рассуждаете и делаете все ваши решения, да, или умозаключения принимаете из таких здравых размышлений. Итак, водолеи, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.